Приветствую всех вас, дорогие друзья, с вами Террагет. В сегодняшнем видео мы обсудим весь уникальный контент, о котором нам рассказали разработчики игры Европа Универсалис 5, который будет доступен при игре за Москву, Новгород и за Россию в целом. Прежде чем мы перейдем к основной теме нашего сегодняшнего видеоролика, я бы хотел извиниться в первую очередь за некоторые ошибки, которые я совершил в предыдущем видео, которое выпустил недавно на этом канале. Это видео посвящено историческому контексту событий в Северо-Восточной Руси в XIV веке, так что если, ребят, все равно вам интересно узнать именно про бэкграунд событий, которые разворачивались там в тот момент в Москве, Новгороде, Пскове и других крупных княжествах в данном регионе, то вы можете посмотреть это у нас на ютубе. То я рекомендую вам посмотреть обязательно это видео, прежде чем перейти к сегодняшнему просмотру данного видеоролика. Но там я совершил несколько ошибок. В первую очередь я допустил ошибку, когда назвал анклавом Новгорода город Торжок, который на самом деле располагается севернее, у границы с тверскими владениями, а вот анклав, который изображен на карте в Европе Универсалис 5, это Волокламский. Вторая моя ошибка связана с тем, что в видео я иногда оговаривался, а иногда не очень четко отличал разницу между Михаилом Ярославовичем Тверским, первым правителем Твери, который получил ярлык на Великое княжение во Владимире, с его внуком Михаилом Александровичем, который пришел к власти во второй половине XIV века и боролся против кашинских правителей, и Дмитрия Донского, добившись в итоге признания титула великого князя Твери, отдельного от Великого княжества Владимирского, уже после сражения на Куликовом поле. Также во время записи я ошибся при упоминании эпизода убийства правителя Москвы Юрия Данииловича в 1325 году, которое было совершено на самом деле тверским князем Дмитрием Грозный-Очи, в то время как его брат и сын Михаила Ярославича по совместительству, Александр Михайлович, он был замешан в антиордынском восстании в Твери в 1327 году, вследствие чего сам город был опустошен в результате нападения уже татарско-московских сил, пришедших с карательными целями, а сам Александр нашел убежище в Пскове, пока он не смог вернуть мирно свой родной край в 1338 году. Возможно, еще в предыдущем видео я совершил либо некоторые огрешности, либо неправильно произносил те или иные имена, прозвища, названия населенных пунктов, или иногда оговаривался с годами. Опять же, извиняюсь, потому что то видео я записывал в торопях, очень быстро, а поскольку у меня было очень мало личного свободного времени между перерывами, связанными с реальной работой, и во-вторых, я уже пересек все возможные ограничительные линии времени по записи контента насчет русских княжеств до релиза Европа Универсалис 5. В будущем я надеюсь уже вернусь обратно к контенту не в живом комментарии, а в записывании уже сценария с более четкими, выверенными, проверенными идеями. Но пока что я предлагаю к просмотру, собственно, обзор контента Москвы, Новгорода и России в целом в Европе Универсалис 5. Я вам желаю, ребят, приятного просмотра. Мы начинаем. Итак, чтобы подытожить весь наш рассказ про русские княжества и их историю в XIV веке, что я бы предложил разработчикам игры Европа Универсалис 5 добавить при игре за русские княжества после релиза, понятное дело, игры, может быть в будущих патчах или даже в будущих дополнениях, для того, чтобы игра за другие княжества там была не менее интересная, чем за Москву или за Новгород. В первую очередь я бы добавил всем удельным князьям с монархическим строем правления, конечно же, два новых закона. Первый закон — это лестничное право, и второй закон — это вероятность раздела княжества на отдельные более мелкие уделы, если у предыдущего правителя есть несколько сыновей в качестве вероятных наследников трона. Тем самым это поможет отобразить сложность объединения, скажем так, Северо-Восточной Руси и какие именно испытания должна была иметь Москва или другой кандидат, вероятный, под контролем игрока, для того, чтобы воссоединить этот весь регион и установить централизацию своей власти. Вполне вероятно, можно даже увязать снятие этих двух неприятных для игрока законов с количеством локаций, которые вы сможете контролировать при вашем игре, при вашей кампании. В частности, вы можете иметь определенное
определенное количество локаций для того, чтобы снять сначала лестничное право, а затем уже чуть большее количество локаций контролировать для того, чтобы избавиться от закона, связанного с разделом вашего княжества на более мелкие уделы между вашими сыновьями. Таким образом, игра будет динамичная, и у вас будет некоторый элемент прогресса, что вы добиваетесь шаг за шагом тяжелой задачи по воссоединению русских земель. Второй момент — это добавить, может быть, пару ивентов для того, чтобы при игре за Тверь или за другие удельные княжества в Великом княжестве Тверском позднее, чтобы у вас был контент на вероятные династические конфликты между правителями Твери и правителями Кашина с вероятной интервенцией со стороны другого третьего влиятельного игрока в лице Москвы или любого другого русского княжества, который может затмить Москву на тот самый момент, чтобы при игре за Тверь вот у вас была именно первая задача избавиться от этого династического вопроса и воссоединить все эти удельные земли в единое централизированное командование под тем или иным тегом. То же самое можно даже применить в случае со Смоленском, хотя здесь нужно еще учитывать и динамику Смоленска, который не может теперь останавливать экспансию Литвы. Для игры за русские княжества в Европе Universalis 5 очень важно сделать Золотую Орду не чрезмерно слабой, чтобы русским княжествам было тяжелее объединять свои земли, у них был мощный соперник на юге, и также чтобы у них была мощная угроза Запада в лице Литвы, который позднее придет к власти Альгерт и Кейстут. В-третьих, можно добавить немного уникального контента для Рязани, особенно опираясь на историю правления Олега Ивановича. В-четвертых, рекомендую для всяких республик, за исключением Новгорода, как мы увидим чуть позднее, у него будет особый случай, но такие республики с вечевым строем правления, как Псков, например, чтобы они имели возможность выбирать себе князей из правителей других удельных княжеств, но при этом, чтобы эти самые удельные княжества имели возможность влиять на внутреннюю политику Пскова или других возможных республик, которые появятся позднее в игре, таким образом, чтобы постепенно у вас появился шанс на мирную вассализацию Пскова, симулируя исторический сценарий, когда московские князья сначала отправляли своих наместников в Псков в начале 15 века, а затем к началу 16 века они уже полностью контролировали все сферы жизнедеятельности в этой земле, обеспечив ее аннексию уже в состав русского царства при Василии III. Я думаю, что такую механику было бы прикольно добавить, для того, чтобы было интересно другим русским князьям как-то влиять на политику тех или иных республик с вечевым строем правления. Еще одна рекомендация — это возможность добавить уникальные механики для рейда с помощью ушкуйников для Новгорода и Вятки, поскольку Новгород и Вятка — это северные государства, которые имеют меньший демографический потенциал по отношению к своим южным соседям, и им нужны любые асимметричные механики для того, чтобы нивелировать, скажем так, или попробовать нивелировать вот эту разницу в экономическом потенциале и немного облегчить игру за эти два тега, если вы захотите немного пострадать за Новгород или еще хуже за Вятку, для того, чтобы побороть влияние Москвы, Твери или других крупных игроков в этом регионе. Ну и, конечно, не забудем о последней рекомендации, чтобы Великое княжество Владимирское возможно было приобрести в наследственный титул за большую сумму денег или другие какие-нибудь бонусы, предоставленные Золотоордынскому хану, который получит, конечно же, хорошую выгоду в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе он обеспечивает, по сути дела, объединение северо-востока Руси под одним игроком местным региональным, ну а для самого обладателя этого наследственного титула он должен получить уникальные бонусы в лице более легкой экспансии за счет своих русских соседей в границах де юре Великого княжества Владимирского, и также, чтобы вот оставшиеся независимые или полунезависимые русские княжества в де юре границе Великого княжества Владимирского, чтобы было сложнее проводить экспансию а-ля в Священной Римской империи, например, по схожей модели, без того, чтобы не столкнуться с вмешательством обладателя наследственного титула Великого княжества Владимирского. Ну, в случае исторического сценария, конечно же, здесь речь идет о Москве, чтобы поощрить немножечко также и шанс вероятности централизации власти в этом регионе под контролем одного или другого удельного князя. Ну а теперь мы можем наконец-то перейти к обзору уникальных механик или бонусов, которые будут доступны при игре за Москву в Европе Universalis 5, ну и в целом за другие русские теги, русские княжества в 1337 году. Здесь мы видим пару уникальных привилегий, но они доступны для всех русских тегов вне зависимости от формы правления. То есть
есть это вы можете увидеть и при игре за Москву, и, например, при игре за Новгород. То есть неважно, если у вас именно республика или монархия самодержавная будет у власти, или ограниченная монархия. Здесь мы видим кормление, в первую очередь, систему кормления, которая повышает прогресс централизации вашего государства за счет снижения доходов со стороны ваших бояр или дворян позднее. Я не знаю, если переименовывается, кстати, сословие с течением времени, но, тем не менее, кормление, насколько я понимаю, оно повышает немного счастья вот именно бояр, но и повышает также их силу, их мощь в данном случае. Ряд — это другая привилегия, которая повышает эффективность вашего кабинета, опять же, скорее всего, за счет повышения влияния бояр на внутреннюю политику вашей страны в механике сословий. И институт Тысяцких повышает прирост армейской традиции каждый месяц, опять же, за счет увеличения влияния ваших бояр. Также все русские теги, они будут иметь уникальный гражданский кодекс. В данном случае здесь речь идет о русской правде, которая повышает баланс счастья, эквилибриум со стороны всех сословий на 1%, и чуть больше этот эквилибриум повышается именно для ваших бояр. Что же касается вот этого уникального модификатора русской правды, который сдвигает все государство ближе к принятию крепостного права, здесь нужно уточнить, я думаю, некоторые моменты, потому что все-таки история свода законов в русском государстве, оно знало определенную эволюцию. Я не думаю, что русская правда прямо-таки считается главной виновницей в установлении или углублении крепостного права в России. Здесь эту честь можно придать совершенно другому акту, который наверняка присутствует в Европе Универсалис 5. Я буду удивлен, если он не присутствует как уникальный закон для России. Речь идет о соборном уложении 1649 года, которое вот закрепило крепостное право классическое в России в той форме, которую мы знаем согласно описаниям из источников нового времени. Вообще, на мой взгляд, наверное, русской правде подходит куда лучше смещение государства в сторону принципа децентрализации, для того, чтобы отобразить, насколько сильно переплелись эти старые законы с существующим строем удельных княжеств, и также им дать дополнительную мотивацию игроку избавиться от этого закона, чтобы постепенно передвигаться уже в сторону централизации с самого начала вашей игры. Но помимо соборного уложения и русской правды, которая вообще была создана еще со времен древнерусских княжеств, здесь можно было бы добавить еще несколько других уникальных сводов законов для Москвы и России в целом. В частности, можно добавить, например, судебник Ивана III Великого, который был разработан в 1497 году, и придать ему акцент больше не на крепостное право, потому что тот судебник по большей части, он больше заточен на уголовное право, но сделать больше акцент именно на централизацию власти, принятие этого закона, что вот именно с момента принятия судебника 1497 года начинается тренд на установление общего правового поля, который постепенно будут заменять старые нормы, существующие еще со времен русской правды. В том же самом направлении с еще большими бонусами к централизации можно дать следующему судебнику, принятому уже при Иване Грозном в 1550 году, а уже затем, чтобы игрок имел возможность принять уже соборное уложение 1649 года в 17 веке и дать игроку возможность получить крупные экономические бонусы, но ценой вот этого сдвига государства к крепостному праву и увеличению влияния дворян, но при этом, чтобы их счастье тоже было повышено в результате принятия данного свода законов. Далее у нас идут, конечно же, уникальные технологии, которые доступны будут только при игре за Москву или же только при создании России в Европе Универсалис 5. Москва имеет уникальный бонус в первую очередь, потому что сразу же с начала игры она имеет уникальную технологию на получение дополнительных доходов со стороны вассалов на 10%. То есть поощряется игра через вассалов именно для Москвы, для того, чтобы накопить больше дохода, нежели если бы вы контролировали эти территорию напрямую. Также в следующей эпохе открытий Москва, или если кто-то успеет сформировать Россию, хотя я думаю, вполне найдется какой-нибудь везунчик или какой-нибудь настоятельный молодой человек, который займется этим делом. В эпохе открытия Москва или Россия имеют доступ к поместному войску, который повышает мораль вашей армии. Будет очень полезно в борьбе против татар или Литвы или других более далеких соперников. Засечная черта — еще один интересный момент в истории уже русского царства, поэтому и эта технология доступна достаточно поздно, в эпоху реформации уже в 16 веке. Вы получаете бонус на содержание ваших крепостей на минус 20%, что теоретически должно вылиться в то, что игрок или ИИ
будут строить чуть чаще крепости, чтобы компенсировать вот этот, скажем так, скидочку на содержание всех фортов. И очень поздняя технология уникальная у России. Думаю, это не все уникальные технологии, потому что лишь небольшое количество могли бы показать разработчики, чтобы не спамить картинками весь дневник. Это Преображенский Семеновский имперский полк, который дает вам дополнительное влияние для вашей короны и также больше военной тактики. Наверное, какая-то уникальная механика, связанная именно со сражениями. Но тем не менее, уникальный бонус, уникальная технология для России уже в позднем этапе игры. Ну и далее тут разработчики нам говорят о том, что у Москвы только есть 109 уникальных динамичных событий, связанные с теми или иными эпизодами в истории Великого княжества Московского, а также еще дополнительные 73 события после образования России. То есть таким образом, при игре за Москву, если именно играть за нее, вы сможете получить в итоге 182 уникальных динамичных события. Но если вы играете за условную Рязань или Тверь при релизе Европе Universalis 5, то вы получите доступ только вот к общим контенту, к общим событиям России только после образования соответствующего тега. И тут мы видим пару уникальных событий. Например, в случае, если Новгород посмеется нарушить традицию выбирать в качестве своего правителя официального князя именно великого князя Московского, и Москва в ответ на такое решение Новгорода под контролем ИИ или игрока будет иметь возможность напасть на само государство, на своего северного соседа, ну, по сути дела, запустив ту знаменитую кампанию Ивана III против Новгорода, в результате которого бывшая республика покорилась своему южному соседу. И учитывая, что у нас здесь есть значок книжки, скорее всего, ИИшка всегда будет на вас нападать, если вы решитесь выбрать другого князя вместо великого князя Московского. Далее у нас, конечно, есть события про Кремль, как можно его построить. В самом начале игры появится у вас это событие очень рано. И, конечно же, Кремль — это уникальный тип здания, который повышает, конечно же, обороноспособность вашей провинции и повышает уровень истощения для осаждающих войск в случае, если игра у вас дойдет именно до этого сценария, но также повышает и прирост процветания вашей провинции, но при этом 500 дукатов вам придется заплатить за постройку Кремля. Вполне вероятно, что баланс стоимости здания будет варьироваться от одного патча к другому в будущем для баланса игры. И также, что очень интересно, это то, что если вы построите Кремль, то у вас появится дополнительное событие на его развитие. Вполне вероятно, вы получите еще больше бонусов для вашего уникального здания в Москве. Еще одно событие — это деньги и рубль, или деньга и рубль, которое позволяет вам выбрать одну из трех опций: ввести обе валюты в пользование вашей экономики, либо выбрать второй или третий вариант. К сожалению, здесь не показано, какие бонусы или минусы будут при принятии того или иного решения. Приказы. Опять же, речь идет здесь о посольском приказе и о других официальных институтах исполнительных, которые подчинялись воле великого князя, позднее и царя. И опять же, мы не видим, какие именно опции дают нам принятие того или иного варианта ответа на это событие. Но я думаю, что первый вариант — это, наверное, собственно, принятие правительственной реформы приказов. Второе, наверное, скорее всего, что-то другое, или, может быть, какие-нибудь другие бонусы или дебафы. Но приказы — это уникальная реформа при игре за Москву, которая позволяет вам получить большую эффективность для вашего кабинета на 15% для всех ее действий. Это и ассимиляция населения, и распространение вашей государственной веры, и распространение контроля, и прочее, прочее. Плюс 10% это увеличение эффективности вашей администрации, и также больше прогресс в сторону централизации. Ну и прочее, прочее. Я думаю, что мы можем видеть здесь много уникальных событий и уникальные правительственные реформы, как, например, разрядные. Очень интересная реформа на самом деле, потому что вы повышаете, опять же, довольство ваших дворян, эквилибриум, за счет снижения налогов, и вы понижаете также довольство ваших горожан, но за счет повышения налогов с их стороны, и повышаете также количество солдат, которых вы можете призывать в ваше ополчение. Но при этом ежемесячный прогресс в сторону свободных граждан будет повышаться на 1/5. И я думаю, что в ближайшем будущем вполне вероятно будет возможно оптимизировать выбор тех или иных реформ для достижения своеобразного геймплея за Москву или уже за Россию чуть позднее в Европе Universalis 5. Далее у нас события про Софию Камнин, или Софию Палеолог, если быть точнее. Во-первых, меня здесь удивляет, что игра учитывает, что существует
существует ли палеология в игре или нет на момент триггера этого события, и что может предложить правителю Москвы другую супругу, не обязательно из династии Палеолог, а в данном случае из династии Камнин в Трапезунде. И Софья Камнин может принять, соответственно, участие в вашей политической жизни, стать супругой для вашего великого князя, и она также может принести отдельную правительственную реформу в лице церемониала византийского двора, который повышает престиж, легитимность, культурную традицию для вашего государства, но при этом повышает стоимость содержания вашего княжеского и позднее царского двора. И, конечно же, это событие, понятное дело, будет доступно, говорят нам разработчики, если Византийская империя пала, и также некоторые другие условия соблюдены, и вы сможете получить возможность взять какую-нибудь греческую византийскую принцессу в качестве супруги для вашего государства, для вашего лидера, и также у вас будет возможность провозгласить вашу страну в качестве Третьего Рима, но тут не ясно мне немного, здесь речь идет именно вот о этих церемониях, или какое-нибудь другое событие дает что-то здесь уникальное, связанное с концепцией Третьего Рима. Посмотрим после релиза игры. Ну и, конечно же, если вы расширите свою страну достаточно успешно, то вы сможете создать Россию в качестве тега 4 уровня размера, потому что различные формируемые теги, они имеют разный ранг, от 2, 3, 4. 4 ранг это, по-моему, один из самых крупных в Европе Universalis 5, насколько я понимаю. Это означает, что если вы создадите, например, Россию, вы не сможете после этого перекатиться на страну более низкого ранга, которая доступна для формирования. Скажем, в Италии, может быть, вы сможете создать какой-нибудь тег регионального уровня в лице Тосканы и потом перекатиться в Италию, а обратно от Италии к Тоскане, это в качестве условного примера я даю, вы не сможете перекатиться обратно, потому что вы уже будете находиться на более высоком уровне ранга вашего государства. Ну и также динамичное название государства можем видеть здесь. В случае Москвы появляется Российская империя. Я подозреваю, что если Новгород объединяет Русь и создает свою Россию, то тогда, может быть, здесь будет какая-нибудь Русская Республика или Великая Русская Республика. Не знаю, какое название будет динамичное. Это мы увидим чуть позднее. Для того, чтобы объединить Русь и создать российское царство или будущую Российскую империю, хотя, опять же, я бы, наверное, просто взял бы название Russian Tsardom или царство, потому что все-таки провозглашение империи происходит много лет спустя, уже при Петре Первом, после победы в Великой Северной войне. Но условия интересны по образованию России, потому что, во-первых, все русские княжества на северо-востоке, они имеют приблизительно около 460 локаций, а для того, чтобы создать само государство, то есть Россию, нам нужно как минимум 508 локаций контролировать, то есть так или иначе вам придется побороться, скорее всего, с Золотой Ордой, объективно более слабым соперником на момент, когда вы сможете принять вот это решение, или будете близки к принятию этого решения, в отличие от Литвы, которая, мы знаем, что исторически она пала в унию с Польшей в 1386 году и будет куда более мощным соперником для российского государства в течение нового времени. После наступления эпохи реформации Россия будет иметь уникальную технологию доступную, Сибирский фронтир, который открывает решения для вашего кабинета министров по расширению ваших пределов по ту сторону Урала, и также вы открываете новый тип здания, Поморский форпост, насколько я понимаю, который тоже требует определенное количество населения для его содержания, но вы также повышаете влияние ваших крестьян и повышаете объем вашей торговли и эффективность вашего производства. 50 дукатов будет строить это добро и строительство в течение целого года, и решение или взаимодействие с кабинетом на заселение фронтира для того, чтобы отправлять ваших персонажей, ваших министров, осваивать новые регионы в Сибири и, по сути дела, их колонизировать в течение следующих 10 лет. Вы также будете получать уникальные события, которые будут описывать процесс заселения соответствующего региона. Ну и также, конечно же, не сам министр уходит самостоятельно, вы также отправляете его вместе с небольшим количеством вашего населения в эти новые увлекательные приключения, путешествия, конечно, с вероятными рисками. Ну и также будут уникальные кризисы или дизастеры, как их называли в Европе Universalis 4. Речь идет, конечно же, о смуте. Она будет доступна в более позднем этапе игры. Если вы выполните
выполните все эти условия, которые мы видим здесь, соответственно, на экране после наступления эпохи реформации, насколько я понимаю. И сама, конечно же, критическая ситуация, которую мы видим здесь, она сильно может вам испортить игру, потому что все сословия будут недовольны, производство еды резко упадет, легитимность тоже резко будет падать. И для того, чтобы преодолеть этот крупный кризис в вашей стране, вам нужно будет иметь 75 очков стабильности из 100 возможных. Ну, хотя на самом деле вы можете иметь и минус 100 стабильности, от минус 100 до 100 баллов варьируется стабильности в Европе Универсалис 5, прямо-таки напоминая Император Рим. И также вам нужно иметь 90 баллов легитимности, повысить, соответственно, вот это добро. Конечно же, в этом скриншоте мы видим, что кризис был заспавлен через консоль, поэтому не удивляйтесь, что Семен, соответственно, гордый, ему 222 года в этом скриншоте, но мы видим, что, возможно, какие-либо события, по примеру кризиса Золотой Орды, также могут проявляться в вашей игре. Ну и когда вы сможете избавиться от всех проблем, то есть вы повысите стабильность, вы повысите легитимность, вы сможете наконец-то покончить с этим кризисом и перейти обратно к вашему обычному геймплею, ознаменовав тем самым конец смутного периода. В поздней игре, предоступная для России, для любого тега, который образует именно это государство, вы будете получать новые типы реформ, вдохновляемые уже эпохой правления династии Романовых и уже, собственно, историей Российской империи при Петре Первом и его преемниках, например, создание коллегиумов, которые больше повышают эффективность вашего кабинета и администрации и даже сокращает стоимость распространения контроля от вашей столицы на более далекие просторы. Наказ, еще одна правительственная реформа, которая тоже повышает ваш прогресс в сторону гуманизма и в сторону свободных граждан, свободных именно подданных. И даже реформы Спиранского времен Александра Первого, его предложения здесь тоже внедрены. Вы можете потенциально попробовать отыграть сценарий, где Александр Первый действительно решил сделать ставку на Спиранского и на либералов в его круге для продвижения дальнейших реформ и продвинуть идеалы плутократии и индивидуализма в вашей империи. Но правда в самом конце уже вашей кампании в Европе Универсалис 5, потому что кампания завершается в 1836 году. Ну и также уникальные здания, большой театр мы видим здесь. Да, еще один момент, ребят. В Европе Универсалис 5 спорное решение сделали разработчики, но вот модельки, одежда, которая будет у персонажей, она будет именно вдохновлена 16-17 веками по большей части, то есть не будет никакого динамичного вот результата смены моды от позднего средневековья уже к 18 веку, к эпохе просвещения. Так что, ну, это определенный, вероятно, минус будет игры. Но, может быть, либо мододелы сами будут добавлять уникальные 3D модельки для тех или иных государств, чтобы отобразить их раннюю и позднюю моду. И, скорее всего, сами парадоксы будут добавлять это дело в дополнениях, конечно же, чтобы повысить свои доходы. Большой театр, мы видим здесь тоже уникальное здание, которое дает свои определенные бонусы. Ну, в целом, игра за Москву, я думаю, обещает быть крайне-крайне интересной. Но у нас здесь не только Москва на сегодня в рамках сегодняшнего видеоролика. Теперь давайте взглянем на уникальный контент, который будет доступен при игре за Новгород в Европе Универсалис 5. Когда эта игра выйдет 4 ноября, у Новгорода будет несколько уникальных реформ, которые будут отличать этот тег от Москвы. В частности, поскольку Новгород является республикой, у него будет уникальная реформа правительственная, Вечевая республика, которая дает больший эквилибриум счастья для трех сословий, для бояр, для горожан и для крестьян. Меня немного удивляет тот факт, что парадоксы решили именно крестьян поставить сюда, а не, например, представителей церкви православной, учитывая, что, ну, крайне маловероятно участие такое сильное со стороны крестьян в политической жизни Новгорода. Больше все-таки речь идет о жителях пяти концов Новгорода, собственно, именно местных, в первую очередь, горожан, ремесленников, бояр, и в меньшей степени, скорее всего, бы привлекали крестьян. Тем более, что мы еще должны отличать, что не все крестьяне были равны в новгородском и в других русских княжествах. Некоторые сохраняли свои свободы, в то время как другие проходили уже через процесс закрепощения. Поэтому, может быть, я бы заменил это дело на церковь в Вечевой республике, но в целом эта реформа дает вам повышение эффективности вашего кабинета, деятельности ваших министров на 15%.
Далее Новгороду также доступна в самом начале игры уникальная технология Вече, которая просто дает уникальный тип закона избрания князей среди других правящих государств, среди других княжеских семей вокруг. Я надеюсь, что в эту категорию будут входить не только, собственно, сами Рюриковичи православные в Северо-Восточной Руси, но может быть даже и другие Рюриковичи, например, с территории современной Беларуси или с территории современной Украины, если там теги будут более успешные в игре. Ну и, конечно же, было бы прекрасно увидеть каких-нибудь кандидатов со стороны Великого княжества Литовского в качестве потенциальных претендентов на княжеский престол в Новгороде. Хотя, конечно, вы должны помнить, что все-таки титул князя, он не имел такую большую власть, как в других удельных княжествах Северо-Восточной Руси. Но, тем не менее. Далее у нас есть уникальные привилегии, но здесь эти привилегии те же самые, что и у других русских тегов, поэтому мы здесь останавливаться на них не будем. В этом дневнике про Новгород, правда, показывают уникальную привилегию для горожан Иванова сотня, которая снижает стоимость содержания торговли, повышает прирост вашей республиканской традиции, но при этом влияние вашего государственной власти, коронной власти снижается по отношению к другим сословиям аж на 10%. В административных законах у Новгорода показана интересная особенность. В частности, у них есть пятина, то есть уникальная административная единица. Если я правильно помню, на самом деле у Новгорода на новгородской земле вот эта административная территориальная единица пятин упоминается уже после того, как Новгород покорился Москве при Иване III Великом. Но, может быть, я что-то и путаю. Наверняка в комментариях будут больше подробностей насчет истории Новгорода до его покорения Москвой. Но так или иначе у нас есть вот это административное разделение на 5 частей, на 5 пятин, понятное дело, и это повышает процветание ваших провинций каждый месяц и, собственно, развитие ваших регионов тоже на определенное количество времени. Интересно, если у Москвы есть какой-то уникальный при этом административный закон, который отличает его от Новгорода. Далее, конечно, есть еще уникальные памятники, то есть собор Святой Софии в данном случае, уникальные, опять же, предметы искусства, и также есть уникальные технологии у Новгорода, который дает прирост к максимуму, который может иметь население в плане своего образования, для того, чтобы, наверное, изучать технологии чуть побыстрее. Также первая новгородская хроника повышает престиж вашей культуры. И ушкуйники — это уникальная технология в Новгороде, то есть все-таки ушкуйники есть в Европе Универсалис 5, но я думаю, что все-таки для Новгорода, для Вятки это дело можно немножко более раскрыть. Не просто давать какой-то бонус на каперство, потому что, опять же, все-таки ушкуйники — это про Волгу, про притоки Волги, а вот бонусы на каперство, спонсируемые Новгородом в Балтийском море, это уже немножко другая история, поэтому, может быть, на мой взгляд, вот эту идею можно к ней вернуться, расширить, раскрыть эту механику как возможный потенциально асимметричный тип боевых действий или расширения своего влияния за счет более богатых и густонаселенных территорий югу от Новгорода и Вятки. Также в эпоху Ренессанса у Новгорода будут некоторые бонусы в плане искусства, у вас будет больше людей, артистов, художников, архитекторов, их содержание будет стоить чуть меньше и шанс появления чуть будет повышен, и у вас также будет доступна реформа посадничества, которую я чуть-чуть вскользь упоминал насчет этого института, что посадников сначала было только одно лицо до середины 14 века, потом появилось 6 посадников, по одному из каждого конца самого города, опять же, территориальная единица самого города Новгорода, и шестой посадник это был, скажем так, общий их коллега, который председательствовал над ними и руководил их общей совместным деятельством. Это открывает, в свою очередь, в Европе Универсалис 5 уникальную реформу, которая снижает стоимость назначения членов Кабинета Министров и их замены, и также повышает прирост децентрализации. Вот, кстати, на самом деле Новгороду можно было бы добавить либо побольше технологий, либо событий, вот именно на уточнение вот именно децентрализации власти в Новгороде в 14 и 15 веках, особенности волости, особенности некоторых крупных центров этих волостей, которые считались как пригороды Новгорода с особым статусом. Эту идею, я думаю, можно тоже немножечко развить в Европе Универсалис 5, но в целом более-менее у Новгорода интересный контент. Мы можем видеть здесь из этого дневника. Также при игре за это государство у вас будет несколько уникальных событий в самом начале игры. Основной контент будет, понятное дело, это 14-15 века. Например, спор, дебаты с шведскими теологами насчет того, какая конфессия правильная, католическая или православная. Исторический вариант это выбрать
вариант отказа и перенаправления вот этих шведских священников, чтобы они обращались напрямую к византийцам, если они сильно хотят вести какие-то теологические дискуссии. Также в самом начале игры вы столкнетесь с восстанием в Карелии, и у вас будет выбор либо сразиться, конечно же, с повстанцами, которых наверняка спонсируют шведы, или же позволить им уйти из-под вашей власти. Ну и Ишка всегда будет, понятное дело, выбирать первый вариант. И я не знаю, кто будет выбирать второй вариант. И, наверное, любители хардкора, которые хотят еще начинать с меньшим количеством населения и локаций. Есть события про кафедраль или собор Святой Софии, про его развитие, реновации. Вы можете потратить больше денег для того, чтобы в Новгороде появилось вот это дополнительное здание Великой Кафедрали. И это также повышает, конечно же, счастье со стороны православной церкви в качестве вашего сословия. И тут другое событие, которое нам парадоксы хотят рассказать через это событие, что вы можете поменять ваш тип режима от Вечевой Республики к Совету Господ, то есть передать, ну скажем так, основные полномочия исполнительной ветви власти в новгородском государстве в пользу, опять же, Совета Бояр, которые занимают вид на исполнительные функции в виде тех же Тысяцких, Посадников и других. Но опять же я должен напомнить вам, ребят, что председательствовал в этом Совете Господ сам архиепископ Новгорода, поэтому здесь можно, на мой взгляд, все-таки разыграть эту идею, что можно добавить какой-нибудь путь или событие уникальное, если вы захотите пойти через усиление власти архиепископа в полноценную теократическую, может быть, республику в Европе Универсалис 5, но может быть это сделать только в будущем. Что же касается самого Совета Господ, мы видим, что он дает большее влияние для дворян и также большее счастье для их сословия эквилибриум, и при этом упадок стабильности будет снижен в этом форме режима, ну а эффективность кабинета та же самая, что и при Вечевой Республике. То есть польза от Совета Господ именно в плане снижения упадка стабильности. Например, если у вас будет очень высокая стабильность, то скорость, с которым она будет приближаться обратно к нулю, будет значительно медленной благодаря именно этой реформе. Ну и в принципе, на этом все, что нам известно про Новгород до релиза Европы Универсалис 5. Спасибо всем за просмотр, ребят. С вами был Террагет. Опять же, если я совершил какие-то неточности или ошибки в этом видео, вы можете сразу же упомянуть их в рубрике комментариев под этим видеороликом. И я надеюсь, что, тем не менее, это видео было вам достаточно интересное, хоть оно и выйдет уже после 31 октября, когда все ютуберы, которые имели ранний доступ к Европе Универсалис 5, будут уже выпускать первые видеоролики с компаниями, в том числе и по Москве, по Новгороду и так далее. Надеюсь, что это видео не потеряет полностью свою актуальность, но даже если потеряет, то лучше уж выпустить видео как оно есть, потому что все-таки труд уже был приложен. Время было уже и так затрачено на его создание. Если у вас, ребят, есть какие-то комментарии, замечания или ремарки по, собственно, сюжету нашего сегодняшнего видео, то буду рад прочитать любые ваши мысли уже в комментариях. А пока что я вам желаю всем хорошего дня, успехов и увидимся, дай боже, в следующих видеороликах, если у меня будет чуть больше свободного времени после релиза Европы Универсалис 5. Всего самого наилучшего, всем пока!